Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами будем выравнивать торт и делать кремовые ленты на торте. В предыдущем уроке мы с вами выбирали цвета, определялись цветами и окрасили крем для выравнивания этого торта. Ссылку на предыдущий урок вы найдете в описании к этому видео. Мы подобрали с вами цвет для торта, окрасили крем, положили в пакет с насадкой 125К, и теперь будем с вами выравнивать торт. Первое, что нам нужно сделать, это прижать крошки к торту. Это у нас черновое выравнивание. Вы кладете небольшую порцию крема на торт, разравниваете и покрываете тонким слоем крема. Тут уж кто как умеет. Мне очень удобно выкладывать крем сверху на торт и вот так вот потихонечку размазывать шпателем. Какая цель? Цель не сделать ровно, цель прижать крошки к торту, потому что у нас на торте остаются крошечки, которые могут потом попасть в финальное выравнивание. Надо, чтобы они приклеились. Поэтому мы просто-напросто обмазываем небольшим количеством крема наш торт. Так, сверху мы тоже все равняем, так чтобы это было ровненько, чтобы мы следующим слоем не выравнивали уже торт, а действовали на ровной, хорошей, уже выверенной поверхности. Так, где не нужно нам крем, мы убираем, с подложки подчищаем все, чтобы было у нас аккуратно, красиво. Ну что мы с вами имеем? Пока что у нас торт не очень-то ровный, не шибко красивый, но нас ждет впереди очень интересный процесс. Мы будем лентами укладывать крем на торт. Что мы сейчас с вами сделаем? Мы ставим насадочку к торту, вот так вот ставим, и начинаем, подкручиваем торт и начинаем жать на насадку. У нас вот такая вот лента из насадки тянется. Вам нужно будет синхронизировать кручение с нажимом, чтобы у нас с вами лента не кучерявилась. Нам нужна более-менее ровненькая лента. Любые ее неровности будут все равно симпатично смотреться. Нам главное не переборщить, а то у нас с вами, знаете, будет ровная-ровная лента, а потом так бац, где-то такая кучеряшка. Это будет смотреться как минимум странно. Аккуратненько крутим торт, и лента у нас вьется. Эта лента окутывает торт. Уже видно, что это украшение в стиле торта. Во-первых, цвет, во-вторых, вот эти вот ленты, они тоже в какой-то степени помогают увидеть здесь букет. Если у вас вдруг крем стал плохо давиться, подкрутите пакет. То есть, смотрите, видите, у меня крем уходит, я пакет подкручиваю, снова кладу его в руку, чтобы было давление в пакете, чтобы было удобно давить. Пальчиками нажимаете, и крем хорошо давится. Если плохо давится, подкрутите пакет. Не бойтесь прерывать ленту, просто аккуратно закончите и аккуратно отступив от края ленты, снова начните нажимать на пакет. И у вас ленточка аккуратно начнется новая. Так,
Смотрите, у меня уже подложка, и я заканчиваю. Сейчас аккуратненько отвела руку, лента у меня сошла на нет, и все. У меня боковинка для торта готова. Так, теперь верх торта. Так как у нас здесь поверхность неровная, да, мы ее с вами не выровняли, не подготовили, поэтому мы сверху тоже нанесем ленты. Но если вам ленты сверху не нужны, ну, например, не понравится, вам нужна голая поверхность, вы просто на черновом выравнивании делаете здесь ровную поверхность аккуратную, на которую уже можно класть цветы и, например, оставить пространство для надписи. Так, ленту мы начинаем с краю, подгоняем ее так, чтобы у нас не был виден стык. Ну и в то же время, чтобы она сильно не выпирала за пределы торта. Сильно не поднимайте насадку вверх, нам не нужно, чтобы здесь был виден большой объем, то есть расстояние между лентами, чтобы лента задиралась, нам это все не нужно, потому что у нас основной элемент здесь украшения это будут цветы. Нам нужно сделать так, чтобы лента не привлекала внимания особого. Ну, вот уже сам по себе торт красивый, можно уже и не украшать цветами. Мы с вами выровняли торт, а в следующем видео мы будем делать самое главное. Мы будем окрашивать крем в те цвета, которые мы с вами выбрали. Если вы пропустили, то обязательно посмотрите предыдущий урок, где мы с вами определялись с цветом и цветами.